развенчиваем мифы о походах. Я просто знаю некоторых туристов, которые носят топор и считают, что дрова это всегда из топора делаются. Вот смотрите, мы вчера за 15 минут насобирали хворост, или как это назвать. Ну, это полноценные дрова. И чтобы это стало действительно дровами для небольшого нашего очага, нам нужно их наломать еще на такие кусочки. Маленькие веточки. Здесь чудесные дрова, можжевельники. Они очень вкусно пахнут и очень большой жар дают. Смотрите, все это вокруг это можжевельники, древовидные разновидности арчи. Наш очаг. Настя, почему такой странной формы очаг? Ну, во-первых, очень красивая форма. А во-вторых, у нас есть такая кастрюлька. Мы подобрали два главных камушка у этого очага соразмерно устойчивости этой кастрюли. Таким образом мы сделали для себя такой каминчик. Вот. Остальные камни нужны для того, чтобы огородить огонь от дальнейшего разрастания. Мы будем разводить с вами сегодня костер с помощью соломы и спичек. В каждой местности немножко по-разному это можно делать, в зависимости от того, что есть под рукой. Мы подожгли солому, начинаем подкладывать тоненькие веточки. Если нет ветра, то, возможно, можно чуть-чуть поддуть и раздуть его. Вот у нас горит костерчик, можем ставить воду. В общем, для костра топор не нужен. Сухие деревья, которые уже не живые, ломаются руками. Вот, берегите лес, друзья.